Срочное заявление Путина к Зеленскому. Новое решение Москвы. Зеленский и Макрон выдвигают Путину жесткое требование. Перемирие между РФ и Украиной может быть объявлено уже в ближайшие дни. Согласится ли Кремль на предложение Киева? Путин заявил о готовности к переговорам с украинской стороной, без выдвижения каких-либо условий. Почему о намерениях России говорит Китай? Что происходит за кулисами дипломатии? Из Бундестага в Кремль. Канцлер Германии, Мерц, открыт к диалогу с Москвой, но при одном условии. Каком именно? Трамп заявил, что война окончена, но спустя считанные часы она вспыхнула с новой силой. Индия и Пакистан обмениваются ударами, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня. Это ПроТек, четко, коротко и по существу о самых обсуждаемых событиях в мире. Делитесь мнением в комментариях, что вы думаете об этом. Начнем. Дональд Трамп с торжественным заявлением на весь мир, благодаря усилиям США. Конфликт между Индией и Пакистаном завершен. Прямая цитата. После ночных переговоров при участии американской стороны я рад сообщить, что Индия и Пакистан согласились на полное и незамедлительное прекращение огня. Поздравляю обе страны с проявлением мудрости и рациональности. Спасибо за внимание. Однако, спустя несколько часов после этого заявления, в Кашмире снова раздались взрывы. Об этом сообщил глава индийского региона Джамму и Кашмир Амар Абдулла. По его словам, это вовсе не похоже на прекращение огня. Системы ПВО в Сринагаре отражают атаку, и он выложил видео, демонстрирующее работу сил обороны. Согласно The Times of India, в городе Награта произошло массовое отключение электроэнергии, слышны были взрывы. На момент подготовки выпуска официальных комментариев от Пакистана по поводу возобновления огня не поступало. В этом регионе остаются боевые отряды, поддерживающие Пакистан. Зеленский предъявляет ультиматум. Перемирие должно начаться с понедельника, 12 мая. Это было согласовано по итогам встречи лидеров стран коалиции решительных, прошедшей в Киеве. В переговорах участвовали Эммануэль Макрон, Франция, Фридрих Мерц, Германия, Кир Стармер, Великобритания, Дональд Туск, Польша. Вместе с Зеленским они обсудили возможные меры давления на Москву. После заседания в разговор по телефону включился и Дональд Трамп. Владимир Зеленский, президент Украины. Мы договорились, с 12 мая должно начаться полное прекращение огня. Сроком минимум на 30 дней. Это требование поддержано США. Полное и безусловное прекращение означает отсутствие любых условий. Любая попытка навязать требования – это попытка затянуть войну и сорвать диалог. Перемирие должно охватывать все сферы – землю, воздух, море. Мониторинг его соблюдения возможен при участии США. Это реалистично. В случае отказа РФ будут введены дополнительные санкции, особенно в отношении энергетики и банковского сектора. Макрон подчеркнул, что это коллективное требование, а не только инициатива Украины. Если Кремль не согласится, новый пакет санкций против РФ будет введен в кратчайшие сроки. Он добавил, мы готовы ввести санкции в ответ на любое нарушение. И они будут значительно более болезненными для российской экономики. Также Макрон напомнил, что агрессор должен принять перемирие без условий. Кроме того, Россия, по его словам, получает поддержку извне, что было особенно заметно на параде 9 мая. Любая попытка затянуть переговоры – способ избежать реального мира. Кремль отреагировал. Это новое развитие ситуации. Окончательное решение пока не озвучено, но Россия не боится санкций. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Путин неоднократно выражал готовность к диалогу с любыми лидерами, если те также настроены на разговор. Однако из Европы звучат противоречивые и часто конфронтационные заявления. По мнению Пескова, изолировать такую страну, как Россия, невозможно. Сообщение о требовании к Путину уже прокомментировал Дмитрий Медведев. Он сделал это на английском языке. Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были говорить о мире. А вместо этого угрожают. Либо перемирие, чтобы передохнуть нацистским отрядам, либо санкции. Думаете, вы умны? Засуньте свои планы в свои толерантные задницы. Поздно вечером Путин встретился в Кремле с журналистами. Пресс-конференция не состоялась, но он выступил с заявлением. Он предлагает Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле без условий. Владимир Путин. Мы предлагаем украинским властям вернуться к переговорам, остановленным в конце 2022 года. Без предварительных условий. Начать можно уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где ранее уже шли переговоры.
Турция не раз предлагала свою площадку, и президент Эрдоган много сделал для этого. Надеемся, что удастся договориться о новом перемирии, которое будет соблюдать и Украина, и Россия. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц также заявил о готовности к личной встрече с Путиным, если она поможет прекратить огонь. Мерц, который еще недавно был сторонником жесткого курса, в интервью изданию Bild подчеркнул: сначала нужно увидеть, будет ли соблюдаться перемирие. Если оружие замолчит, можно начать диалог. Если Кремль откажется, последуют более жесткие меры, а Украина получит дополнительную помощь. Он также отметил, что визит европейских лидеров в Киев был согласован с Трампом. Фридрих Мерц, канцлер Германии. Согласие между США и Европой оказалось неожиданно высоким. Мы решили предложить 30-дневное перемирие, за которым могли бы последовать переговоры. Если это не сработает, США усилят санкции против России. Европа и Америка едины. Тем временем Кит Келлог, представитель Трампа, заявил: полное прекращение огня по всем направлениям на 30 дней. Это начало конца крупнейшей войны в Европе с 1945 года. Он напомнил, что Трамп уже давно призывал к прекращению насилия. А вот другой эмиссар Трампа, Уитков, оказался под критикой. NBC News сообщает, он нарушил правила, не взяв с собой личного переводчика на встречу с Путиным. В результате он мог не понять нюансов и был полностью зависим от переводчиков Кремля. В Белом доме это отрицают, заявляя, что протоколы соблюдаются. Ожидается, что Уитков вновь посетит Москву с предложениями США и ЕС по прекращению войны. По данным NBC, есть список из 22 пунктов, включая 30-дневное перемирие. Также упоминается, США не поддержат вступление Украины в НАТО. Дата следующей встречи пока не раскрыта. Китай, в свою очередь, подтвердил через министра иностранных дел Ван, что Путин в разговоре с Си Цзиньпином выразил готовность к мирному диалогу без предварительных условий. Агентство Синьхуа сообщает, Путин высоко оценил позицию Китая по Украине и выразил стремление к справедливому и устойчивому миру. Си Цзиньпин добавил, Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира. Но будет ли перемирие? Уже не только США, но и другие страны предупреждают, в ближайшие дни по Киеву может быть нанесен новый удар. Спасибо за ваши комментарии и лайки. Все выпуски недели в отдельном плейлисте. Смотрите, оценивайте, делитесь. До новых встреч!